Ребят, всем привет! Всем доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня у меня такое настроение, день обзоров колод. Что ж, вам сделан обзор еще одну новинку этого года, называется Skyrim Tarot. И расскажу о своем субъективном мнении о данном инструменте. Итак, издательство у нас Titan Books. Ранее у меня от этого издательства было две колоды. Покажу вам их в обзоре несколько позже. Сначала показываю вам саму упаковку. Как вы видите, у нас художником, иллюстратором является Эрика Холлис и тарологом, который писал аннотацию, который помогал и подсказывал, консультировал, Тори Шефер. Вот такая колода, вот такой инструмент. Давайте смотреть. Расскажу, пока распаковываю, каким образом она ко мне попала в руки. Это, знаете, чисто женское. Шла по магазину, и я хочу купить весь стеллаж. Это такое какое-то чувство, когда ты не можешь себя остановить. Хотя, скажу честно, я не смотрела обзоры на эту колоду, я не смотрела галерею колоды. Это была моя спонтанная покупка, как бывает, повторюсь, у любой женщины, да, когда вот хочу и баста. Приобрела. И могу сказать такой некоторый шок у меня по поводу данного инструмента. Сейчас объясню почему. Значит, заранее озвучиваю, что качество самой колоды, полиграфия, вообще нет никаких претензий. То есть посмотрите, плотный картон, шикарная упаковка, здесь все отлично. Сейчас познакомимся с мануалом. Вот такой вот бокс. Карты у нас извлекаются при помощи шелковой ленты. Здесь тоже все сделано отлично. То есть, видите, никаких нареканий нет. Действительно, все очень красиво, стильно и со вкусом. Ну, наверное, на этом, пожалуй, все. Хорошо, давайте. Мануал. Итак, прежде чем перейти к колоде, хочу обратиться к мануалу. Поскольку я девочка, которая не играет в компьютерные игры, ничего не знает о компьютерных играх, ну как, мои, конечно, пацаны играют, но мне это мало интересует. Я считала, думала, что это нечто такое сакральное. Оказывается, это колода, которая выпущена по мотивам игры Skyrim, 5-й версии, что уже само по себе наталкивает на размышления. Я сейчас объясню почему. Ну, потому что здесь нет ни глубины подачи информации, ни соотношения с семантической системой. То есть это, знаете, это просто как продукт масс-маркет, но не более того. И сейчас на основе своих субъективных выводов я хочу объяснить и доказать, почему именно так. Итак, мануал. Мануал, пособие, руководство, каждый называет это по-своему. Повторюсь, к полиграфии, качеству издания нет никаких вопросов. Такая вот, знаете, вид состаренной бумаги. У нас здесь идет содержание. И идет описание. И первое, на что я обращаю внимание, когда это все читаю, повторюсь, ни слова о том, что это на основе игры. Просто мы добро пожаловать в мир Skyrim, в путешествие Skyrim, все о духовном и так далее и тому подобное. То есть вилами по воде. Далее у нас идет соотношение. То есть здесь у нас масть идет заклинаний, масть отмычек, масть оружия и масть голоса. Соответственно, масть заклинаний это жезлы, масть отмычек это пентакли, масть оружия это мечи и масть голоса это чаши. Ну, они же кубки. Построено это все по системе взято за основу Марсельское Таро, как они пишут. Но давайте смотреть, давайте знакомиться, о чем же у нас здесь идет речь. Итак, старшие арканы. И пошло описание прообраза героя из этой игры. Соответственно, если вы этого героя не знаете, его архетипа, его модели поведения, вам эта информация будет ни о чем. И даже здесь значения в прямом, в перевернутом значении, положении, они идут, знаете, с позиции духовного развития. Не каких-то действий, обстоятельств по принципу значения там на финансы, на работу, на отношения. А такое, как я говорю, вода ни о чем. И так по каждому из арканов. То есть здесь указаны все боги, прообраз которых взят из этой игры. То есть вам нужно знать архетип каждого героя, чтобы вы могли разбираться, о чем здесь идет речь и понимание. Обратите внимание на прорисовку, мы это сейчас увидим в арканах. Ничего общего и схожего нет с тем, что вы видите в классической колоде по прорисовке, по подаче. И сейчас объясню
То есть это однозначно колода не для новичков, это 100%, даже не для всех опытных практиков. Опять же, Верховная Жрица Святая Олеся, их богиня, там, которая связывает несколько миров. Краткое значение, что за богиня, прямое перевернутое положение. И теперь добрый вечер, прообраз императрицы. Здесь у нас указана прекрасная Элисив, которая у нас является вдовой, которая уже очень длительный период одна без мужа, после его кончины сама управляет государством. И все делает для его процветания. Ну, такое могу вам сказать. Прообраз, да, явно не прообраз императрицы здесь. Женщина-воин, я бы даже соотнесла ее с арканом силы, но явно не с арканом императрицы. Опять же, моя субъективная точка зрения. Ну, иными словами, видите, здесь как портретные характеристики и более ничего. То есть никакого соотношения, как вы привыкли стандартно, да, где там было бы указание или отсылки, соответствие знака зодиака, там, времени года, еще какие-то моменты. Забудьте, это не об этом. Просто портретики. Дальше, ну, сейчас мы это с вами посмотрим. То есть, видите, здесь изображение каждого из богов. Колесница просто голова лошади, и на этом все, понимаете? Или вот, аркан сила. Вот если вы начинающий практик, вы поймете, что это сила. Маловероятно, только если там это будет подписано. Ну, здесь прообраз этого Сромклока, вот этого ихнего героя, который отстоял в битве территорию государства. Отшельник, спящий дракон, Партунакс. В общем, я повторюсь, к чему я веду. Люди, которые создавали эту колоду, явно были крайне далеки от Таро. Сейчас давайте с вами смотреть. Я не буду даже до конца долистывать мануал. Здесь что мы видим? Краткие у нас предложенные расклады, которые вы можете себе взять на вооружение. Трехкарточный расклад. Вот, расклад на 5 карт. И авторский расклад. Все, про автора и про иллюстратора. Пару слов. Давайте смотреть саму колоду. Что она из собой представляет? Значит, смотрите. С колодой еще не работала, не взаимодействовала. Никаким образом не пыталась ее деформировать, каким, не знаю, как это сказать, на нее воздействовать, повлиять. Посмотрите на вырубку, посмотрите на это все. Она все время лежала в упаковке. Ну, то есть какая могла быть деформация? Никакая. Соответственно, вопрос, что с ней? То есть это уже очень такой большой вопрос. Видите, она как будто из двух разных партий. И я его слепила из того, что было. Потому что, повторюсь, колодой я еще не пользовалась. Не кошлатица на этом спасибо. Рубашка. Рубашка у нас, как вы видите, здесь односторонняя, скажу так. Но не особо себе какой-то выделяющийся принт. Я повторюсь, я всегда говорю с позиции точки зрения обычного обывателя. То есть у меня нет задачи каким-то образом оплевать издание или авторов. Это я рассказываю свои впечатления об инструменте и о покупке. По итогу смотрю, знаете, как нет резкости, нет какого-то качественного принта. Все равно рисунок, я не знаю, передает ли вам экран моего гаджета, но он как размыт. Сам картон плотный. Тут ничего сказать не могу. Двухсторонняя матовая ламинация. И теперь давайте знакомиться с самой колодой. Колода, как вы поняли, уже рамочная. Кому-то это подходит, кому-то нет. Здесь у нас идет подпись старших арканов. Здесь, соответственно, нумерация. Ничего не буду рассказывать о героях. Там о них толком ничего не прописано. Там только указаны боги, да, которые изображены на том либо ином аркане. То есть сидеть и рассказывать вам историю этой игры и что сделал тот либо иной бог, ну, честно, не вижу смысла. Поэтому в данном случае это будет как галерея колоды, чтобы вы посмотрели с точки зрения визуального ряда. Но уже забегая наперед, могу сказать, что колода для меня пустая. Энергетически пустая. Прорисовка, знаете, как будто...
Ну, как будто я взяла качественную колоду, пошла где-то сама себе отпринтовала для домашнего пользования. Ну, я не знаю, может, это такая задача или такая подача, или задумка этого издательства. Ну, как будто вырезанная из какой-то газеты. Вот эти картинки блеклые, неживые. Неинтересно, невкусно, некрасиво. Повторюсь, это может быть мое субъективное мнение. Кому-то, безусловно, этот инструмент зайдет. Кто-то, может быть, является фанатом этой игры. Или кому-то просто подходит по энергетике. Но мне она, ну, скажу объективно, пустая. Пустая. Опять же, вроде бы в традиции Марселя, но при этом сила у них 8. Идем дальше. Плюс, помимо всего прочего, дурак у них 0. Поэтому что там они соблюдали, что они делали, непонятно. Так, колесо фортуны. Правосудие. Здесь изображен Бог, который справедливо правил в государстве. Повешенный, как мастер боевых искусств. Богиня смерти. Умеренность, то есть тоже один из богов, который преодолел тягу к материальному и совместил баланс материального и духовного. Ну, я к тому, что если вы не знаете историю этих персонажей, ну, то есть эта колода будет вам вообще ни о чем. Ну, вот по сути, умеренность. Сидит какой-то дядька, восседает, неважно, там, на троне, на камне. О чем информация, что здесь, как. В общем, для меня это даже не оракульная колода, это просто, ну, не обижайтесь, но это дичь. Так же, как здесь изображена богиня искушений, которая втягивает в свои путы, заставляет людей ей подчиняться. Ну, это понятно. Или здесь башня, это бог, который страдал умалишением. То есть, знаете, как сорвала башню и манией величия. Или богиня дня и ночи, которая давала дня надежду. Или принцесса ночи, которая вводила в заблуждение, в тайны, искажала ситуацию. Это богиня счастья и богиня, как продолжение рода солнца. Ну, в общем, ой. Или вот суд. Вот обратите внимание, да? Здесь изображен этот лев. Это девушка с флагом, как победа, достижение, триумф. Честно, вот если бы я была новичок, мне эта карта больше бы сошла за аркан сила, нежели за аркан суд. Я понимаю, что это как вернуть себе родину, вернуть свои территории, но, не знаю, в общем, не зашла абсолютно. Особенно нравится, как они сопоставили. У них сначала идут карты двора, потом у них идут номерные карты. Итак, вот у нас жезлы или масть заклинаний. Ну, мне в большей степени это похоже не на заклинания, вот если так бегло посмотреть, больше как пентакли. Ну да ладно. Не будем спорить. Королева жезлов или королева заклинаний. Рыцарь заклинаний. Опять же, давайте сопоставим рыцаря и короля. То, по-моему, здесь этот рыцарь больше похож на короля, нежели наоборот. Ну, в общем, колода, которая вызывает очень-очень много вопросов. Паж заклинаний такой же какой-то старковатый. Бредня. А теперь комбо. Комбо для меня это прорисовка младших арканов. Ну, это трэшанина. Я понимаю, что это по Марселю, по системе Марселя. Ну, как-то, я говорю, подача абсолютно невкусная, некрасиво. Трэш. Просто трэш. Если вы новичок, то это вам будет абсолютно ни о чем. Вот здесь каким образом? Это как формула заклинаний, которую вы выкладываете. Вот 8 заклинаний. Такой, знаете, доминошки. Дальше. А теперь внимание. Вот у нас пошла масть отмычек, она же масть пентаклей. Посмотрите на короля пентаклей. Вы подумали, что это король пентаклей? Честно, да не в жизни, потому что человек погружен в фундаментальные знания, в изучение, то есть он больше здесь похож на короля мечей. Ну и сами отмычки, ну явно не способствуют масти пентаклей.
Но здесь еще королева Пентаклей как-то можно притянуть за уши. Так же, как вот пошел рыцарь отмычек. Паж отмычек. Ну вот реально, если вы новичок, вы подумаете, что это паж мечей. То есть это то, что вам дает лишнюю путаницу. А теперь внимание. Пошли у нас младшие арканы. Вот как мы видим туз отмычек. Но при этом у нас изображены 3 вот этих меча или отмычки. 2 затемнены, 1 подсвечен. Повторюсь, вы можете, когда быть в потоке, это воспринять. Вы же не будете, поймите, когда вы в потоке, вы не сидите карты, не читаете, как они подписаны. Вы видите в большинстве своем визуальный ряд и погружаетесь, и у вас пошла картинка. Но это можно воспринять как 3 эти отмычки. Или вот теперь сопоставьте. Это туз, а это 2 отмычек. Как вам вообще подача? Как будто совершенно другая масть по прорисовке. Или вот это «Добрый вечер». Я ему слепила из того, что было. О боги, честно. Где тут мечи? Ну, вот эти отмычки. Ну, в чем вот эта вот аналогия? Каким образом? На что они опирались, когда они это прорисовывали? Чем вообще они руководствовались? По принципу нечетные с мечом, четные без меча. Это чтобы так легче было угадать. Но хотя, опять же, смотрите, мы анализируем. Вот 8 отмычек. Но здесь при этом 6 элементов таких и 2 таких. То есть логики в действиях вообще никаких. То есть я художник, я так вижу. Вот как я называю эту колоду. Дальше давайте с вами посмотрим. Мы перешли к масти мечей. Опять же обращайте внимание. Здесь топорик, сокира, мечи. То есть воинственное такое положение, да, можно воспринять. Королева мечей, рыцарь. Хоть на рыцаря похож. И паж. Ну, паж тоже непонятно, паж он вообще или нет. А теперь поехали. Аналогичная ситуация. Туз оружия или туз мечей. Тут сокира, тут 2 меча. Ну что это такое? Или хорошо, здесь вот этих 2 топорика, здесь 2 топора нож. Короче, повторюсь, я, может быть, придираюсь. Может, вам действительно супер. Я понимаю, что для меня эта колода как просто мусор. Мусор, от которого нужно будет кому-то там, не знаю, подарить, кому оно зайдет, кому понравится. Потому что я точно с ней работать не буду. Или вот дальше у нас пошли масть голоса или кубки. Король голоса, королева. Опять же рыцарь. Хоть бы какую-то там, я не знаю, лошадь прилепили. Просто вот, посмотрите. Паж и рыцарь. Товарищ в одной ипостаси. Это что, у художника не хватило воображения? Или в анфасы в профиль? Вид сверху это королева, вид снизу это король. Я не знаю. Ну, короче, ребят, это шлак, это не колода Таро. Вы меня, я думаю, вы поймете. Вот ты ее берешь, от нее нет никакой энергетики. По ней не идет никакая информация. Она пустая. Возможно, только у меня. Просто пролистать и показать вам. Как я говорю, это недоразумение. Ладно, возможно, я не права, не хочу никого обижать, не хочу обижать титанический труд авторов, которые трудились над этим инструментом, но для себя однозначно поняла и приняла, что это не мое, ну хотя бы даже вот я говорю, с колодой не работала. Никто ее не разделял на 2 части. Вот она такая лежала в упаковке. Хочется спросить, что это? Вы что, там раздеребанили 2 колоды, из 2 колод сложили? Товарищи, в чем дело? О чем тут идет речь? Алло. Ну вот сейчас даже хочу потасовать, посмотреть, как будет ложиться в руку. Она стандартного размера, но вот из-за того, что она деформирована, карты очень плохо тасуются. Я задала вопрос, стоит ли мне эту колоду брать в работу.
Я думаю, вам ответ очевиден, да? Нет, нет, ни в коем случае нет. Что у нас здесь выпало? У нас здесь выпала 5 отмычек, или она называется еще 5 пентаклей. Это трэш, это трэш. Ну, то есть с этой колодой будет невозможно работать. Невозможно, невозможно. Поэтому, и даже карты сами говорят, нет, нет и еще раз нет. Поэтому так. Что ж, краткий обзор данного инструмента. Жду от вас обратной связи, как вы видите данный для себя инструмент, как вы для себя видите эту рабочую лошадку. Может быть, она у вас есть в работе, может, вы уже с ней работали. Просто хочу, чтобы вы поделились своим мнением. Я же вам благодарна за просмотр и, как следствие, жду от вас пожеланий, какие бы вы колоды хотели видеть в последующих обзорах. Вас благодарю за внимание и до новых встреч!